В столице США, Вашингтоне, прошла церемония инаугурации выигравшего на выборах Джо Байдена. Вокруг этого события в Америке веками складывались традиции. Но в этом году далеко не все пошло по плану. Без зрителей. Обычно на лужайке у Капитолия собирается огромная толпа американцев и гостей из-за рубежа, до 2 миллионов человек, которые хотят поприветствовать нового президента. В этом году сам Байден попросил людей остаться дома, чтобы не подвергать друг друга опасности заразиться. Плюс опасения повторения беспорядков и попыток штурма Капитолия заставили власти ужесточить режим безопасности. На Национальной аллее установили 200 тысяч звездно-полосатых флагов, которые должны были символизировать народ. Да и вряд ли 25 тысяч бойцов Национальной гвардии позволили бы народу выразить свою любовь к всенародно избранному Джо. Стерильная церемония. Пандемия коронавируса наложила серьезный отпечаток на всю церемонию. Все гости, включая самого Байдена, были в масках. Некоторые сразу в двух. Под нарядными намордниками проглядывали белые респираторы. Снимали маски только перед тем, как произнести речь, а потом быстро надевали обратно. Исключения были сделаны лишь для исполнителей гимна и песен. Кресла были расставлены с учетом социальной дистанции. А специально обученный человек протирал влажной салфеткой трибуну после каждого выступающего. Хотя демократия – это вроде бы не заразно. Без предшественников. Ни Дональд Трамп, ни его супруга в торжествах не участвовали. Предыдущую администрацию представлял теперь уже бывший вице-президент Майк Пенс. Такое нарушение традиций происходит впервые за последние 120 лет. Дональд и Мелания Трамп должны были встретить Байденов на пороге Белого дома. Но 45-й президент США предпочел рано утром улететь во Флориду. Мелания Трамп последовала за мужем и не провела традиционное чаепитие с новой первой леди. Мало ли что может оказаться в чашке. Имеется в виду сорт чая, конечно. Байдена не доставили в Вашингтон. Байдену пришлось лететь на частном самолете в Вашингтон, округ Колумбия, так как за ним не послали правительственный самолет. Это было впервые в истории. Может ли так случиться, что покидать Белый дом ему вообще придется на такси? Нетерпеливый Байден. Американские законы определяют все достаточно четко. Новый президент США вступает в должность в полдень 20 января. Байден решил поторопить события и произнес присягу за 17 минут до полудня. С одной стороны, он стал делать это еще не будучи президентом, с другой, присяга ни к чему его и не обязывала. Зато свою речь он закончил, когда часы показывали уже почти половину первого, то есть когда он официально вступил в должность. Впрочем, содержательная часть выступления вряд ли была на высоте, поскольку Билл Клинтон вообще умудрился во время него заснуть. Внешняя политика. Президенты в США в своей первой речи никогда не касаются внешней политики, ограничиваясь исключительно внутренней повесткой дня. Но Байден сделал четкий посыл, включив в свою речь пассаж о том, что Америка под его руководством восстановит и укрепит свое членство в международных альянсах, сделав, по его словам, таким образом мир сильнее. Что это? Отчет кураторам или расстановка приоритетов? Русский след. Сразу несколько телеканалов умудрились разглядеть, что флаги на площади кое-где складывались таким образом, что образовывали российский триколор. Но куда больше привлек внимание образ певицы Леди Гага, исполнившей американский гимн. Наряд исполнительницы, главным элементом которого была невероятной пышности юбка, делал ее очень похожей на распространенный атрибут русской кухни – бабу на чайник. Да и плетеная коса в прическе певицы добавляла ее образу русского флера. Вторым маркером стала птица в ее наряде. Многие углядели в ней отсылку к антиутопическому фильму «Голодные игры». Но участники мероприятия голодать точно не рассчитывают. Затраты и ущерб. Главная финансовая нагрузка ложится на инаугурационный комитет, пополняющий свой бюджет не столько за счет пожертвований, сколько за счет прибыли от продажи сувенирной продукции. В этот раз ее некому было продавать. Балы исключены из программы мероприятий, миллионы туристов в столицу США не приехали. Потратиться также пришлось на восстановление сцен и кресел, установленных заранее для гостей. В ходе штурма Капитолия почти все это пришло в негодность, в срочном порядке все пришлось покупать и строить заново. Знакомая и выгодная схема, не правда ли? Короткая программа. В этом году из-за пандемии коронавируса из программы инаугурационных мероприятий пришлось исключить чуть ли не все пункты. Не было инаугурационных балов, а военный парад был очень коротким и не впечатляющим. Праздника не получилось. А была ли инаугурация? Из-за скомканности церемонии многие конспирологи предположили, что инаугурация была фейковой.
При изучении видеозаписи почти нет кадров среднего плана с основными участниками действа, а все остальное могло быть и смонтировано. По инсайдерской информации, запись всего процесса, выдаваемого всеми телеканалами за прямую трансляцию, была доступна уже за несколько часов до инаугурации. Правда ли это? И если это так, есть ли сейчас в Америке вообще президент? Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте. Ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.